Всем привет! Сегодня готовим очень красивую белоснежную белковую заварную глазурь для куличей «Птичье молоко». Глазурь не крошится, не ломается и самое главное, она получается невероятно вкусная, как нежное белое суфле в торте «Птичье молоко». И я вас уверяю, эту глазурь будут съедать еще первее, чем сам кулич. Для приготовления белковой заварной глазури мне понадобится 1 белок. Я использую яйца крупного размера, поэтому белок у меня здесь весит примерно 40 граммов. 125 граммов сахара, щепотка ванилина, щепотка соли. Сегодня мою белковую заварную глазурь я буду готовить с агар-агаром. Именно для того, чтобы глазурь не прилипала, не крошилась и была такой очень гладкой. Мне понадобится 4 грамма агар-агара. Это 2 чайные ложки с горкой. Если хотите, чтобы глазурь совсем не прилипала, добавьте больше агар-агара. Я использую вот такой тайский агар-агар. Конечно, если вы используете другой агар-агар, обязательно читайте инструкцию на упаковке. Также для того, чтобы замочить агар-агар, мне понадобится примерно 20 мл воды. И для приготовления сахарного сиропа мне понадобится 70 мл воды. В первую очередь займемся приготовлением сахарного сиропа. В сотейник я всыпаю сахар и заливаю водой. Варим сахарный сироп. Агар-агар я также заливаю водой и перемешиваем. Также в сахарный сироп я сразу же добавлю и ванилин, буквально щепотку. Можно использовать и ванильный сахар. И я сейчас начинаю взбивать белок. Добавляю его в миску. Сахарный сироп у меня закипел. В белки я добавила щепотку соли и начинаю их взбивать в крепкие пики. А сироп пускай кипит. Посмотрите, я очень хорошо взбила белки в такие крепкие пики. Вообще, эта глазурь по своему вкусу напоминает птичье молоко. Вот реально, это торт «Птичье молоко». Вот это нежнейшее суфле. Поэтому я вам очень рекомендую приготовить такую вкусную глазурь для своих куличей. Сейчас у меня сироп варится уже примерно минут 5-7. Ждем, когда на поверхности появятся такие достаточно большие пузыри. Посмотрите, как у меня загустел агар-агар. Сироп у меня уже варится. И я вижу на поверхности такие достаточно крупные пузыри. Сироп уварился. И я теперь сюда добавляю агар-агар. И все время помешивая, провариваю сироп с агар-агаром примерно минуту. Обязательно до того, как вы начали готовить глазурь, подготовьте все для того, чтобы украсить куличи, потому что эта глазурь застывает достаточно быстро, она на агар-агаре. Поэтому надо все иметь под рукой, чтобы быстренько все украсить. Сейчас я провариваю сахарную глазурь вместе с агар-агаром примерно минуту. Видите, агар-агар начал вот так вот пениться. Обязательно все время помешиваем, чтобы агар-агар не пристал ко дну. Итак, мой сахарный сироп с агар-агаром уже готов. И сейчас его прямо горячим я буду вливать в белки и хорошо взбивать. Итак, я взбиваю белки и тонкой струйкой лью сироп. Я все хорошо перемешала. Сейчас у меня вот эта масса увеличилась довольно сильно в объеме. И она теплая. Поэтому она еще не застывает. Как только масса начнет остывать, она сразу начнет застывать. Взобью еще буквально минуту. И, конечно, при этом способе приготовления глазури белок мы завариваем, что очень безопасно. Итак, моя глазурь уже готова. Для того, чтобы глазурь не застыла раньше времени, пока я успею украсить мои куличи, я сейчас миску с глазурью устанавливаю на кастрюлю с горячей водой. Я украшаю глазурью кулич. Посмотрите, какая красота получается. Вообще, глазурь, конечно, уникальная.
Я всем рекомендую ее приготовить и попробовать. И я решила назвать эту глазурь «птичье молоко» именно из-за способа ее приготовления. Посмотрите, красиво как. Сразу начинаю украшать. Вообще эту глазурь можно готовить так, чтобы она была более мягкой, более плотной. Все это регулируется агар-агаром. Как вы хотите, так и добавляйте. Добавите больше агар-агара, глазурь получится вообще такая, как каменная. Количество глазури хватит для того, чтобы украсить примерно 5 куличей. Сразу хочу показать, посмотрите. Глазурь, видите, после того, как она постояла, она не прилипает. Но эта глазурь очень нежная. И есть риск, если вы куличи будете транспортировать и плотно что-то к ним прижимать, глазурь может повредиться. Но я вам с уверенностью могу сказать, что эта глазурь самая вкусная. Я поздравляю всех с наступающим праздником Светлой Пасхи. Давайте приготовим на праздник самые вкусные и красивые куличи. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!